Денис Сергеевич, подскажите, если сталкивались? Я так понимаю, компания может ужесточить Эвком в СОПах в случае, если посчитает необходимым. А существует ли механизм, который позволяет избежать идиотизации СОП? Может как-то Boeing проверить СОП на пригодность или вроде того? Привет! Очень хороший вопрос задали в чате «Небесной истории». Есть ли инструмент против идиотизации стандартных эксплуатационных процедур SOP? То есть, вкратце, авиакомпании разрабатывают свои SOP, которые содержат процедуры для нормальной эксплуатации самолета, для эксплуатации самолета в ненормальных ситуациях. Требование создавать свои процедуры можно найти в различных руководящих документах, и не будем на этом останавливаться. Важно то, что эти SOP очень часто дополняются авиакомпаниями, и они отличаются от того, что пишет производитель. То есть, например, Boeing, производитель Боингов, публикует свой взгляд на процедуры в Эвком, раздел Normal Procedures. Airbus у себя тоже публикует в разделе, который так называется SOP. А авиакомпании иногда придумывают что-то свое, иногда придумывают немножко своего, вот так можно сказать, нюансики, и это, в принципе, нормально. Потому что у того же Боинга очень много не указано, например, в процедурах. Например, у него есть обязательные доклады, а есть рекомендованные, то есть на усмотрение авиакомпании. Соответственно, авиакомпания как-то должна донести пилотам, что эти коллауты она хочет слышать. Но есть авиакомпании, которые публикуют, точнее, разрабатывают, а потом публикуют свои процедуры, и они отличаются значительно от той философии, которую предлагает производитель. И как человек, на этой теме засевший собаку, и как руководитель рабочей группы ЛМС Росавиации, издавший документ рекомендаций эксплуатантам по разработке эффективных SOP, я могу сказать следующее. Как положено, то есть как должно быть, как это делается передовыми авиакомпаниями всего мира, потому что по-другому никак. Это замечательно, когда авиакомпания что-то дополняет, то, что им больше подходит по практике полетов по району, полетов по общему уровню подготовки и традиции авиакомпании. Но эти отличия, они должны получать согласование, то есть одобрение от производителя. И есть целый процесс, был в прошлом, когда не было санкций. То есть это вполне нормально, согласовывать изменения в SOP с производителем, более того, так должно быть. Boeing отвечает на эти вопросы, более того, у них есть специальная программа FOCA, и эта программа абсолютно бесплатная, надо только успеть записаться. Приезжают представители Боинга и исследуют вдоль поперек авиакомпанию, в том числе и SOP, и дают свои рекомендации. Но в любом случае, я знаю это, потому что переписывался с Боингом и разговаривал лицом к лицу с GEP Боинга не так давно, как раз таки, когда я в Победе работал. Все глобальные изменения от того, что мы берем, и даже незначительные, желательно проводить через Boeing для того, чтобы они сделали оценку рисков. Это совершенно бесплатно. Так вот, ребят, я занимался SOP в прошлой авиакомпании российской между ближневосточными периодами, и мне приходилось взаимодействовать с начальником. И я был очень удивлен, когда назначенный новый летный директор слышать не хотел о том, что надо, оказывается, согласовывать SOP. Он же на чистом глазу заявлял, мы же не обязаны это делать. Я говорю, никто с ружьем, конечно, не стоит, но так надо делать. Так, в общем-то, это логично, потому что мы можем быть неправы. Почему бы нам не получить оценку производителя? Почему бы нам не заручиться их оценкой? По крайней мере, когда я занимался SOP, возникали спорные моменты, я всегда это делал. Это нормально. И следующий руководитель, который пришел после него, с ним была аналогичная беседа, и он тоже сказал, что совсем не обязательно согласовывать с Боингом, мы можем этого не делать. Идиотизация SOP. Я просто приведу в пример авиакомпанию Seven Airlines, самую передовую авиакомпанию страны. Когда я уже был в Омане, мои коллеги продолжали заниматься SOP, и они проходили через эту процедуру, через FOCA, работали с Боингом. Боинг оценивал SOP 737, выдавал свои замечания, рекомендации обоснованные, и это абсолютно правильно. Так вот, подытожим. Инструмент есть. Да, Боинг не обязан отслеживать, он и не сможет это сделать, отслеживать SOP всех авиакомпаний, но Боинг максимально приветствует
И вообще логика и здравый смысл приветствуют, чтобы авиакомпании, прежде чем что-то утверждать, согласовывали свои процедуры, отличные от того, что пишет Boeing, с ним. Это абсолютно бесплатно, это абсолютно нормально, это единственно правильный способ работы. Насколько мне известно, S7 Airlines, Globus, это единственная авиакомпания страны, которая свои SOP полностью согласовывала с производителем. Если я ошибся, пожалуйста, поправьте в комментариях.